Суёк выходит из тюрьмы, отсидев 10 лет. За воротами его ждет роскошный автомобиль, на сиденье которого лежит визитная карточка компании Kaiser Group. В отдалении двое мужчин следят за тем, чтобы машина доехала до него в соответствии с инструкциями. Суёк некоторое время изучает визитку, затем садится в машину. Теперь у него начинается новая жизнь. Это разумный человек. Тем временем в высотном здании босс мафии Пак Ун-кук сидит в своей личной сауне вместе со своим подчиненным Сон Джуном. Они обсуждают освобождение Суёк. Ун-кук объясняет, что Суёк когда-то работал на их группировку и надеется, что он вернется. Когда Сон Джун предлагает подойти к нему, Ун-кук отказывается. Он хочет увидеть, как изменился Суёк, и приказывает Сон Джуну держаться на расстоянии и тихо наблюдать за ним. В это же время в старой церкви, предназначенной под снос, священник выслушивает исповедь Уджина о его прошлом. Уджин вспоминает, как над ним издевались в детстве и молились, чтобы его мучители попали в ад. Вскоре после этого они бесследно исчезли. Священник. Священник внимательно слушает его и пытается утешить. Незаметно для священника Джина пробирается внутрь и закладывает взрывчатку. Когда кто-то снаружи зовет Уджина, тот сбивает священника с ног. Мгновением позже Джина взрывает бомбы, разрушая церковь и убивая священника. Дым наполняет воздух, здание рушится. Уджин и Джина оказываются убийцами, известными как Мойщик, которых наняли, чтобы очистить землю для Kaiser Group. В другом месте Суёк садится за руль подаренной ему машины. По дороге он рассматривает кольцо и вспоминает прошлое с Минсу. Когда он наконец навещает ее, Минсу встречает его с гневом, все еще обиженная его 10-летним отсутствием. Она рассказывает ему о том, как ей было трудно одной растить ребенка, а затем знакомит его со своей дочерью в Би. Суёк ошеломлен, когда понимает, что у него есть 10-летняя дочь. История переносится на 10 лет назад. В то время Суёк еще работал с Ун-куком и Сон Джуном. Сосредоточившись только на своей роли силовика, он игнорировал звонки Минсу. Однажды ночью он отправился в ночной клуб, чтобы встретиться с их боссом Чонномом. Без предупреждения Суёк напал на Чоннома и его людей в жестокой драке и убил Чоннома ножом. Этот поступок отправил его в тюрьму на 10 лет и позволил его группе взять под контроль нелегальный бизнес в городе. Вернувшись в настоящее, Суёк приезжает в Kaiser Group, чтобы встретиться с Ун-куком. Там он видит, как Ун-кук построил мощный бизнес на деньги, полученные после смерти их босса. Сон Джун, чувствуя угрозу, пытается запугать Суёка высокомерием, но Суёк сохраняет спокойствие. Когда они наконец предстают перед Ун-куком, Сон Джун сразу же начинает вести себя покорно. Ун-кук тепло приветствует Суёка и предлагает ему высокую должность с богатством, призывая вернуться. Суёк отказывается, объясняя, что хочет жить спокойно, узнав, что у него есть дочь. Разгневанный Сон Джун пытается ударить его, но Ун-кук приказывает ему остановиться. Затем Ун-кук предлагает Суёку мешок денег в качестве подарка за освобождение. Суёк уходит, не притронувшись к нему. Удивившись, Ун-кук велит Сон Джуну следить за ним, но не вмешиваться. Сон Джун, раздосадованный и ревнивый к вниманию Суёк, начинает строить собственные планы. Тем временем Минсу приходит к врачу и узнает, что у нее тяжелая анемия, требующая немедленной операции. Не имея средств на лечение, она отказывается от него и скрывает болезнь от НБ, чтобы ее дочь не волновалась. В другом месте Суёк вновь встречается со своим старым другом Джунхо, который теперь владеет небольшим рестораном. Джунхо вспоминает, с какими трудностями ему пришлось столкнуться после того, как Суёк попал в тюрьму. Однажды Сон Джун напал на его базу и сжег ее дотла, убив большинство своих людей. Вынужденный спасаться бегством, Джунхо вместе с женой и дочерью бежал в Китай, но жизнь там была тяжелой. В конце концов, он вернулся в Корею и вымолил у Сон Джуна разрешение жить спокойно. Теперь он просит Суёк не встречаться с ним ради безопасности своей семьи. Не обращая внимания на приказ Ун-кука, Сон Джун решает взять дело в свои руки. Но холодное равнодушие Суёк только разжигает его гнев. Набравшись решимости, Сон Джун нанимает Уджина и Джину, наемных убийц, известных под прозвищем Мойщик. Он платит им огромную сумму, чтобы они убили Суёк и обставили это как несчастный случай. Пара охотно соглашается, ведь это самое большое вознаграждение, которое они когда-либо получали. Однажды утром Минсу отвозит Анби в школу. Суёк приходит с подарком для дочери. Минсу отводит его в сторону и спрашивает, готов ли он жить нормальной жизнью. В разгар их разговора у Анби внезапно обостряется анемия, и она падает в обморок. Суёк спешит в больницу, но из-за сильной пробки дорога оказывается перекрыта, и ее состояние становится критическим. В отчаянии он сворачивает на грунтовую дорогу, чтобы быстрее добраться до главного шоссе.
Как только они возвращаются, в них на большой скорости врезается черный автомобиль. В результате аварии, подстроенной Уджином и Джиной, Минсу получает смертельные травмы. Она умирает от полученных ран, а Суёк, разбитая горем, вынуждена подписать свидетельство о смерти. Вечером Суёк отправляется в квартиру Минсу, чтобы забрать Онби. Девушка ждет на улице, кормя бездомных кошек, не подозревая о случившемся. И с тяжелым сердцем он сообщает ей, что ее мать умерла. Но не успели они опечалиться, как Уджин и Джина снова нападают. Суёк заталкивает Онби внутрь и готовится к бою. Уджин набрасывается на него с гвоздодером, а Джина проскальзывает в квартиру, чтобы схватить Онби. Суёк, вытаскивая гвозди из собственного тела, борется с болью. В коридоре ему удается одолеть Уджина, вырубить его и связать на заднем сиденье машины. В это же время Джина везет Онби в заброшенный парк аттракционов. Она запирает девочку в клетке и сажает рядом сторожевую собаку. Затем она звонит Суёку и предупреждает его, что если он хочет, чтобы его дочь была жива, он должен отдать свою жизнь в обмен на смерть Минсу. Набравшись решимости, Суёк тащит бессознательного Уджина под мост, где шум транспорта скрывает его крики. Он выпытывает у него информацию, ломает ему плечо и душит, пока тот не умирает. Проверив свой телефон, Суёк обнаруживает повторяющиеся звонки от Сон Джуна и понимает, что именно он приказал напасть на его семью. Разгневанный правдой, Суёк едет в отель Kaiser Group, чтобы встретиться с ним лицом к лицу. Он врезается на своей машине в парадный вход и избивает охранников, которые бросаются его останавливать. Схватив Сон Джуна, он тащит его к бассейну и требует узнать, где находится Онби. Когда Сон Джун отрицает, что знает, в холле отеля начинается жестокая драка. Большой брат, верный телохранитель Ункука, присоединяется к драке и наносит удар Суёку. В хаосе Сон Джун выхватывает винтовку и открывает безрассудный огонь, разрушая интерьер отеля. На фоне разрушений Суёк удается сбежать вместе с Уджином, который наконец открывает, где держит Онби. В убежище Онби отчаянно пытается освободиться, используя металлический прут для взлома замка. Прежде чем она успевает убежать, Джина преграждает ей путь. Она ставит девушку перед жестоким выбором – бежать и дать матери умереть или остаться и увидеть ее снова. Не зная, что Минсу уже мертва, Онби решает остаться. Тем временем Сон Джун рассказывает Ункуку о катастрофе в отеле. Ункук, разгневанный его непослушанием, требует объяснений. Когда Сон Джун лжет и обвиняет внешних врагов, Ункук приказывает своему верному телохранителю раздробить ему голень. В агонии Сон Джун признается. Он признается, что нанял убийц, чтобы убить Суёк. И признается, что очень завидует уважению и доверию Суёк. Ункук отвечает холодно. Он говорит Сон Джуну, что Суёк совсем другой, принципиальный человек, который чтит свое слово, а Сон Джун преследует только выгоду и в итоге предаст любого. Тем же вечером Уджин отвозит Суёка к разрушенному мосту для запланированного обмена. По дороге он рассказывает о своем прошлом. Он вспоминает годы издевательств и то, как отомстил, сжег собственный дом с запертыми в нем обидчиками. Для него и Джина убийство – это не выживание, а искусство. Они воспринимают смерть Минсу как долг, который Суёк должен вернуть собственной жизнью. Вскоре Джина приезжает на мотоцикле на полной скорости, но Онби с ней нет, как и было обещано. В этот момент Уджин внезапно выскакивает из машины и бросает бомбу в автомобиль Суёка. Суёк успевает отбросить бомбу до того, как она взрывается. Почувствовав себя преданным, он пускается в отчаянную погоню за двумя убийцами. Погоня превращается в смертельную игру. Уджин и Джина продолжают бросать бомбы, чтобы заблокировать его, но Суёк, когда-то работавший водителем скорой помощи, использует свои острые рефлексы и мастерство, чтобы уклониться от каждого взрыва. На узком участке дороги он нажимает на тормоза и разворачивает машину. От резкого движения Уджин и Джина теряют управление и падают на тротуар. Почему вы убили меня?
Суёк, загнав их в угол, требует узнать, где Онби. Джина насмехается над ним, говоря, что Онби однажды заявила, что у нее нет отца, и он должен смириться с ее смертью. В ярости Суёк стреляет в Онби из гвоздодера. Увидев, что она упала, Уджин в панике сдается и соглашается привести Суёка к Онби. Когда они добрались до убежища, Уджин был ошеломлен. Его сторожевой пес лежит мертвый, а большой брат уже внутри и держит Онби в заложниках. Уджин хватает металлический прут и бросается на него, но большой брат сбивает его с ног одним ударом. Бой переходит к Суёку. Он вступает в жестокую схватку с большим братом, но тот оказывается сильным. Большой брат связывает ноги Суёка и душит его веревкой. В последний момент Уджин, едва придя в себя, наносит удар в шею большому брату. Перед тем, как умереть, большой брат наносит ему последний сокрушительный удар. Суёк освобождается от веревки и бросается к Орнби, нежно говоря ей, что он ее отец. Прежде чем они успевают уйти, Суёк замечает, что Джина установила десятки бомб и разлила топливо по всему убежищу. Таймер начинает тикать. Не теряя времени, он хватает Онби и прыгает в ближайший бассейн. Бомбы взрываются, и здание охватывает пламя, а сами они исчезают под водой. На следующее. На следующее утро Уджин и Джина, сильно пострадавшие от взрыва, пытаются сбежать в Нью-Йорк на угнанной машине. Они планируют исчезнуть, пока ситуация не нормализуется. По дороге их машина заглохла на тихом перекрестке. Не успевают они починить машину, как в них на большой скорости врезается другой автомобиль, переворачивая их. Водитель — Сон Джун, который приехал, чтобы уничтожить их после того, как не смог остановить Суёк. Сон Джун с удовлетворением наблюдает за тем, как они корчатся от боли. Уверенный в том, что с ними покончено, он теряет бдительность. Собрав последние силы, Джина вбивает гвоздь в его шею. Мгновением позже мимо проходит Суёк Сэнби, которая все еще не отошла от пережитого испытания. Из разбитой машины он забирает ожерелье Минсу на память. На память. Не глядя на своих врагов, он продолжает идти, сосредоточившись только на дочери. Для Суёк теперь ничто не имеет значения. Сон Джун, Уджин и Джина смертельно ранены и умирают на месте. Единственное, что его волнует, это безопасность Онби. В конце фильма Суёк начинает новую жизнь со своей дочерью. Он берет на себя роль преданного отца, учит ее ценностям и оставляет свое жестокое прошлое позади. Несмотря на все трудности и потерю Минсу, Суёк наконец обретает покой и посвящает себя защите Эрнби. Мораль этой истории такова. Если вы когда-нибудь выйдете из тюрьмы, и босс мафии предложит вам деньги, машину и работу по возвращении, просто откажитесь, обнимите своего ребенка и держитесь подальше от тех, у кого в руках гвоздодер.